Так вот, была выжженная земля рядом с удобрениями в этих мешках. Что передозировка – это страшно. Придерживайтесь рекомендаций, которые написаны на флакончиках. А то у нас любят или сильно превысить дозу, или наоборот разбавить, чтобы орхидеям ничего не досталось. Будьте всегда к этому очень внимательны. Да, Сёма! Добрый день, друзья! Недавно показывала вам пересадку вот этой орхидеи. Те, кто смотрел это видео, помнят, что я использовала гранулы аминосил. Я ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана на пересадку этой орхидеи. Я обратила ваше внимание, что когда сажала эту орхидею, я немножко сделала неправильно. Что неправильно? Я добавила чайную ложку, но не в грунт, а в посадку, а потом засыпала грунтом. И меня спрашивают мои подписчики. Мы положили такие гранулы в фаленопсисы, и орхидеи погибли. Давайте вот с этим разберемся. Вот смотрите, у меня эта орхидея не только не погибла, а пересадка была почти месяц назад. Я при пересадке вам показала, что я увидела цветонос, но позже оказалось, что эта орхидея выпустила 2 цветоноса. И они продолжают расти. Сейчас вот так покажу вам. Вот они, 2 цветоноса. И они продолжают расти, корни не сгорели, а появились даже маленькие новые корешки. Но бульбовые орхидеи выпускают корни только от новых бульб. Вот здесь молоденький корешок появился. И поливаю я эту орхидею, наливая воду в горшок, не доливая 1-1,5 сантиметра до края горшка, потому что все бульбы находятся на поверхности грунта, и те старые корни, которые в горшке со старыми бульбами, ну, одно слово старые, у бульбовых орхидей так природой заложено, что новые корни она отращивает только от новой бульбы. Вот растет бульбочка с цветочками или даже без цветочков, и у нее появляются корни. А те корни, которые находятся в горшке, да, они помогают старым бульбам, но в любом случае в посадке они пропадают. Я вам говорила, когда первый раз показывала гранулы, что я не буду применять на фаленопсисах, а буду применять только на бульбовых орхидеях. Почему я не стала этого делать на фаленопсисах? У фаленопсисов нам кажется, что корни, вот они, толстые, такие, ну, не как у бульбовых орхидей, тоненькие. И казалось бы, эти корни должны вытерпеть все. Нет, эти корни более нежные, потому что корень находится внутри вот этой оплетки. А оплетка – это виламен и паренхима, губчатая структура. И в любом случае, когда гранулы – это большая концентрация. И если вы положите гранулу на корень, а потом начнете поливать, корень обволакивается частью распавшейся этой гранулы,
И эти гранулы, распавшиеся, обжигают корни орхидеи. Поэтому здесь четко написано добавить в посадку. Но есть одно но. Эти гранулы работают в грунте всего месяц. Но может быть от силы 1,5, это зависит от того, как часто поливаете орхидеи. И нужно вносить следующую порцию. Как я это делаю? Вот на таких орхидеях я беру по одной маленькой гранулке. Поднимаю или раскапываю. У меня здесь керамзит, небольшое количество керамзита. Кладу эту гранулу там, где нет корней, и засыпаю ее. Когда буду поливать, она опять окажется в воде, растворится и будет удобрять мои цветы. И я действительно во все бульбовые орхидеи положила эти гранулы. И вот смотрите, какой эффект дают эти гранулы при правильном внесении и при правильной дозировке. Я же вам обещала показать свой дендрофаленопсис. Я не рассчитывала, что от этой старой усыхающей бульбы вообще появится цветонос, потому что листья, видите, она их начала отсушивать и сбрасывать. Это опять же, это природой заложено. Старые бульбы сбрасывают листья, усыхают, дают жизнь новым бульбам. Но уж цветонос от этой бульбы, которая уже цвела и не раз, я не рассчитывала получить. Но, вот видите, получился вот такой цветонос. Цветы открываются. И что же я увидела еще? Еще один цветонос. Эта бульба уже цвела. Здесь видно, что было цветение. Вот там внутри отрезанный цветонос. И появился еще один цветонос. Но эта бульба не такая старая, но все-таки. В этом году вот такая растет огромная бульба. Уже выросла, наверное. И тоже собирается цвести. То есть у этой орхидеи появилось сразу 3 цветоноса. Я не использовала других удобрений для этой орхидеи. Да и никаких больше других удобрений для бульбовых орхидей я не использую. Только гранулы аминосил. Эти горшки не 3-литровые, они меньшего размера. Соответственно, если бы я пересаживала эту орхидею и добавляла гранулы в грунт, я бы рассчитала обязательно, что чайная ложка или 5 грамм не на 3 литра субстрата, а всего лишь на 2. То есть уменьшила бы количество при посадке. А здесь сейчас я добавляю в горшок 3-4 гранулы раз в 2 месяца. И орхидеи чувствуют себя прекрасно. К сожалению, на моих дендрофаленопсисах присутствует грибок. Я все время их лечу, опрыскиваю топсином М. Новые бульбы, вот они, растут здоровые, но все равно избавиться от этого грибка мне пока не удается. Причем он на другие растения не распространяется, только на бульбовые орхидеи. И я думала, что вот от этой бульбочки, пораженной грибком, я никогда не увижу цветения. И вот, пожалуйста, тоже появился цветонос. Но, правда, на новых бульбах проявления грибка нет. Надеюсь, что, может быть, я его победила. Но вот такое счастье. Даже от такой бульбы тоже цветонос и тоже будет цветение. Я все время
Повторяю одну прописную истину. До того, как вы используете фунгициды, акарициды, удобрения, почитайте, пожалуйста, что написано на упаковке. Как использовать тот или иной препарат на орхидеях. Не превышайте никогда дозировку. Вы же не пьете лекарства горстями. Даже, казалось бы, безобидное лекарство, которое мы можем принимать по тем или иным причинам, мы же никогда стараемся не превышать дозировку, потому что это губительно для нашего организма. Точно так же и с любыми препаратами, которые вы используете для орхидей. Для них это может быть тоже губительно, если многократно превышать дозу. В соцсетях моим подписчикам уже рассказывала, почему у них такая неприятность случилась с орхидеями. Во-первых, положили огромную дозировку. Я даже высчитала, превысили дозировку в 20-30 раз. Такое просто недопустимо. И положили непосредственно на корни. К сожалению, удобрение аминосил – это не циафлора, а циафлора – это камешки, которые очень медленно отдают свои микро- и макроэлементы в течение 3 лет цветам. Здесь все не так. Это концентрированное удобрение. А с концентрированными удобрениями нужно быть очень аккуратными. А помните, все время мы друг другу рассказываем во всех соцсетях, и я общаюсь с подписчиками, и меня часто спрашивают о том, например, калиевая селитра, озофоска, омофоска, как ее применять, и нужно ли это нашим орхидеям. Так вот, те еще старые наши советские удобрения, они разработаны для почвы, то есть для полей. Ими удобряют пшеницу, все зерновые культуры. Но там почва, там земля, там совершенно по-другому происходит это удобрение. Например, рассыпают это удобрение, даже если это не полив, рассыпают это удобрение, прошел дождь, все погрузилось в почву, а почвы там не столько, сколько в нашем горшке, а много. 1-2 метра. Вся вода вместе с удобрениями ушла в почву глубоко и не касается корней зерновых культур. Вот сколько в момент полива они взяли этого удобрения, столько и взяли. Но я даже помню в молодости, когда мы ездили в колхоз и лежали на полях мешки с удобрениями, и прошел дождь, но мы приехали уже значительно позже этого дождя. Так вот, была выжженная земля рядом с удобрениями в этих мешках. Что передозировка – это страшно. Придерживайтесь рекомендаций, которые написаны на флакончиках. Кто у нас любит или сильно превысить дозу, или наоборот разбавить, чтобы орхидеям ничего не досталось. Будьте всегда к этому очень внимательны. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Все. Пока. Мяу. Мяу.